Всем привет! Однажды, попробовав снять видео в своей мастерской, я пришел к выводу, что из-за недостатка света видео получается неважного качества, и чтобы исправить положение, было решено изготовить софтбокс, источник мягкого света. О нем и пойдет речь в данном видео. Для изготовления нам потребуется клей, жидкие гвозди, провод сечением 0,75 мм, вилка, 6 керамических патронов. В качестве материала для корпуса мы будем использовать пенополистирол толщиной 20 мм. В общем, я пришел к выводу, что нет никаких четких требований к пропорциям софтбокса и его размерам. Чем больше угол между трапециями, тем свет получается более рассеянным, и чем меньше, тем наоборот сконцентрированным. Поэтому никого не слушайте, делайте пропорции своей конструкции такими, какими считаете нужным. Сначала нужно определиться с площадкой под лампой. Я выбрал ее размер 18 на 14 см. Этого вполне достаточно. Так как софтбокс у нас прямоугольной формы, сначала мы размечаем короткие стороны, потом длинные. На видео данные размеры короткой стороны софтбокса 80 см, нижняя сторона 67,5 см диагональ, 59 см высота и 14 см под площадку. И размеры с большой стороны 18 см под площадку, диагональ также 67,5, высота 45,5, длина 119. Далее узкой ножовкой или ножом производим раскрой материала. Таким образом у нас получились две большие части, две короткие и площадка. Все размеры указаны, это наружная сторона. После того, как мы вырезали все 5 деталей, нам нужно их между собой соединить. Для этого срезаем острым ножом боковые грани трапеции под угол 45 градусов. Затем соединяем боковые грани между собой шурупами. Так как внутренний угол получается больше, чем 90 градусов, то между панелями образуется щель. Эту щель заполняем монтажной пеной. Рекомендую использовать пену пеносил или титан. Они немножко дороже, чем остальные, но более прочные и имеют меньшую усадку. Для ускорения твердения пены можно использовать брызгалку для воды. Но в принципе это все написано в инструкции на баллоне. Пока сохнет пена, можно перейти к электромонтажным работам. Так как уголки у меня оказались большей ширины, чем требовалось, лишнее снимаем болгаркой или напильником. Вот такой результат у нас получился. Далее сверлим отверстие в монтажной коробке. Также прикрепляем уголки к керамическим патронам. Уголки немножко сгибаем под угол, примерно 45 градусов. Закрепляем уголки на площадке через дополнительный кусочек пластика. Потом в монтажной коробке будем крепить выключатели. На крышке коробки делаем разметку под корпуса выключателей. В корпусе крышки сверлим отверстия и расширяем их электролобзиком до нужных нам размеров. В проделанные отверстия вставляем выключатели. Получилось довольно неплохо. Подготавливаем провода сечением 0,75 мм. И обжимаем их клеммами. Крепим вилку к проводу сечением 1,5 мм. Зачищаем провода и будем их соединять с помощью медной гильзы. Керном фиксируем провода в медной гильзе.
Подготавливаем и соединяем все оставшиеся провода. Изолируем провода с помощью термоусадки. Так выглядит внешний вид смонтированной электропроводки. Электрические лампы вкручиваем внутри корпуса софтбокса. Опытным путем смотрим, сколько слоев необходимо для рассеивателя. В качестве материала рассеивателя выбрана пленка Агрил, которая продается в любых садоводческих магазинах. Таким образом работает подсветка выключателей. Теперь можем приступить к сварке стойки для софтбокса. Делаем отверстие и соединяем все подвижные детали мебельными шарнирами. Вырезаем и привариваем опорный шарнир к стойке. Нарезаем оставшийся металл для рамы. Рама будет состоять из продольных труб с сечением 20 на 20 и поперечных с сечением 15 на 15. Также вырезаем и свариваем ножки рамы. Вот так выглядит готовая рама в сборе. Крепим софтбокс через проставки и проверяем готовую конструкцию в работе. Вот такой результат у нас получился. Если вам понравилась данная конструкция, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если у вас возникли вопросы, я на все вопросы отвечу в комментариях. Всем пока!